Всем привет! С вами Ангелина, и сегодня я предлагаю приготовить потрясающе вкусную и несложную в приготовлении пахлаву с грецкими орехами. Для теста нужно 500 грамм просеянной муки, щепотка соли, чайная ложка соды для выпечки, 2 чайные ложки ванильного сахара. Все это немного перемешиваем. Добавляем 180 грамм мягкого сливочного масла и перетираем в крошку муку с маслом. Делаем углубление. Туда кладем 200 грамм сметаны, 3 яйца и 1 белок. Желток оставляем, чтобы смазать пахлаву. Перемешиваем. Тесто выкладываем на стол и замешиваем мягкое эластичное тесто. Оно может немного липнуть к рукам, это нормально. Забивать мукой его не нужно. Кладем на 30 минут в холодильник. За это время измельчаем 300 граммов орех в мелкую крошку. Добавляем к ним 300 грамм сахара, чайную ложку ванильного сахара и все хорошенько перемешиваем. Охлажденное тесто вытаскиваем из холодильника, делим на 3 части, 2 одинаковые большие части и 1 часть чуть поменьше. Присыпаем стол мукой, берем большую часть теста, немного ее замешиваем, придаем ей форму и раскатываем в прямоугольный пласт толщиной примерно 3-4 мм по размеру противня. У меня противень 30 на 35 сантиметров. Перекладываем тесто на противень, застеленный пергаментом. Разравниваем его. Такой он получается. Кладем на него половину ореховой начинки. Равномерно ее распределяем по всему тесту. Убираем в сторону. Присыпаем стол мукой. Берем меньшую часть теста. Придаем ей форму. И раскатываем таким же размером, но чуть тоньше, чем первый слой. Примерно 2-3 мм. Перекладываем тесто поверх ореховой начинки, разравниваем кладем на него оставшуюся половину начинки и равномерно распределяем по всему тесту. Присыпаем стол мукой и раскатываем уже последнюю часть теста, это второй большой кусок. Придаем ему форму, раскатываем чуть больше, чем размер противня, чтобы закрыть ими края пахлавы. Переносим этот пласт закрываем им полностью пахлаву. Соединяем края, прижимая их пальцами. Излишки теста отрезаем и выравниваем ножом. Такая она должна получиться. Теперь делаем надрезы верхнего слоя теста. Аккуратно, не тянуть тесто, делаем надрезы сначала вдоль, а затем по диагонали. Смазываем пахлаву желтком, смешанным со столовой ложкой молока, и кладем на эти ромбики половинки грецких орехов.
Такая она получается. Отправляем ее в духовку на 30-35 минут при 180 градусах. Через 30-35 минут вытаскиваем из духовки. Теперь 100 грамм сливочного растопленного масла, добавляем в него 100 грамм меда. Все это хорошенько смешиваем. Делаем в некоторых местах, где склеилось тесто, разрезы и заливаем медовой смесью пахлаву. Затем кисточкой распределяю эту смесь по всей пахлаве и еще на 10 минут в духовку. Вот такая она получается. Даем ей полностью остыть и после этого разрезаем на кусочки. Она получается очень вкусная, мягкая, ароматная, просто прелесть. Готовьте. Желаю вам хорошего настроения, удачной вам выпечки и до новых встреч!